Утаймене. Утаймене. Ну хорош. Это зажигалка вот это. 8 забросов, 8 рыб. Болтает его как море. Ну вот забросов. Тут глубоко, почти по болотнику было. Сейчас посмотрим, как пройдет. Ну, грунт, главное, что внизу грунт хороший. Будет все нормально. Без вопросов, да? Без вопросов. Следующее препятствие там проходили по болотнику. Сейчас будем смотреть, как наш товарищ, друг наш справится с этой лужей. Ну ладно. Ну вот видите, без вопросов. Без вопросов. О. Бедный дядька. Весь Париж. Это же лесная дорога. Ключкой. Не, там глубоко, Иван. Да вон сейчас мы отсюда его фиг. Не, мылится. Используя лебедочку. Качаем 1,5 тонны. Че еще? Пистун маленький прошел. А рядом с ним где-то мама прошла. Побольше. Ну где-то тогда. Может там, а может там. Кто его знает. После нас вы туда прошли. Туда прошли. И вот Мишка он походил. Видите? Ну пистун маленький. Одногодок. Что-то вот. У меня. Но. Что-то у меня уже. Ну вот если вот так, то вот пистунок. Вот еще второй. Медведь там ходит, вон, ветки. Ага. Раз, два, 15 сантиметров, вот они. Рассадный материал. Танцует? Танцуем. Сегодня мы с тобой танцуем. Привет. Приехали. Потанцевали. Нагло. Завальчики. Ну вот, прыгающий кослик. Так, не заехал, на взгляд не хватило. Далее. Подвесочка как работает. Кстати, у него карбюратор заменили. Как-то детонирует. Опережение зажигания мы не выставили правильно. И двигатель пригревается, и появляется детонация. Шипы надо. Welcome to the match.
таких только тут ездить надо. О, Спокойнее как-то. с меня ростом колесо. Но Вон с УАЗик. С УАЗика, вот смотри. местные ребята сказали, Ну вот, было новенькое, стало старенькое. А? О, подводная лодка. Булькает. Глушитель сняли заранее. Надо зеркала прикрутить еще. вечная лужа как-то. Да, вечные лужи, да. Тут будут хорошие, они как бы. А тут два медведя дрались. И оба погибли. Это вот здесь лежал? Да. Они, но один брюк от другому вскрыл, что второй. От ран скончались. Буль. И родной. Вот зеркала сразу убираешь, вот так чик, и все готово. Вот так. Зайдем в лесок. О, какой вечный мох. Шишка прошлогодняя, по-моему, была в прошлом году, наверное. В прошлом году бы. Да, там было, Диман, это. По-другому, да? Вот и опятки. Опята. Нет, это не опята, ребята. Видите, юбочки нету. Иногда ценятся, видите? Вот какой лишайничек. Вот они бывают очень ценные. Короче, вот такие штучки. Можно пройти дальше посмотреть. Вон на тот. Тоже интересно. Видите, как он растет. Чик-чик-чик-чик. Вот так. Учи, какая кедра. А? Ну, обхват, полтора обхвата будет, наверное. Такая вот. Ну, как-то так вот едем. О. Едь, не бойся. Пониженную, конечно, Куда, включи. куда говоришь? Прямо по центру едь и все. Четко по центру едь. И не сбрасывай. О, нормально, как хорошо. Да мы лодка, мы не УАЗик, мы лодкой уже стали. Нормально. О, какая кедра. Вообще красавица. Резина Я-192. И УАЗ 3951. 1997 года выпуска. Карбюратор К-126. Радиатор. Ну вот, красивый водораздел получается. Красиво. Нормально. Едем. Давай, дави. О, как надо, по-нашенски. Классик. Что, едем? Посмотрим. Мосток такой убительненький. Ну, это не проблем. No problem. Уехали кататься. Военная машина. УАЗ-3151. Вот, что тут. Лет 50, по 5 миллиметров растет, вот всего. Вот тут осторожненько надо. Дойдем до Нормально. гравий на. Но, Правильно Чё? сказал, асфальт. но. Все, просто так. Вау. У меня аж почки оторвались. Вазик сам Да, перед пониженная. Но автомат вариаторный. Все просто так. Да. И это лучше надо. Ребята, снег. Это радует. И холодно. Как хорошо-то. Как хорошо. А вот это спаум называется. Вот тут. Здесь уже Делаю детскую присыпку. Вот из этих штук делаю детскую присыпку. Вот из этой штучки.
Вот, их собирают. Вот так, давайте сейчас хоп. Вот, видите, вот эту штучку можно собирать. Ну вот тут будем. Вон все. Да, там жестко все. Тут надо как бы не сбрасываться и ехать. Болотики проверил. Да, там жестенько все. На газ дави и не бросай. Рюхайся уже полную. Птички поедим. Видите, листа нету. Вот Мишка живет. Да все, там больше ничего не будет. Ребята, я замерз. Короче, одел вот фуфайку, куртку. Еще свитер. Но нам вот и надо, мороз. Холоднее, тем нам лучше. Ну все, поехали. Вот. Опа. Пойду туда дальше. Так, иду. О, кедр тут маленький. О. Еще иду. А это как? А, вот так. О! Ну, крутя. Вон избушка. Раньше такого не было, что-то, не знаю. Первый, бля. Вечный ужин. Вообще. Зимы нету, да. Осень, блядь, глубокая. Осень. Ну, зима борется, пытается, да, зайти? Да. Вон снег-то лежит. Блядь, как заебись, что куда-то снег. Вот такой. Едем. Куда мы едем? О, вообще гора. Тут на лыжах кататься можно. Горный слалом. Нихуя, там педаль нажал, копать, Это мы все петлюшечки подкладывали до этого. Да, нормальный ход, нормальный. Ну, народ на вертолетную площадку уже, видишь, они. Вау. Сейчас резина повыше стали, как-то даже удобнее нам. Уже. Очень пошел еще. На парике мы его ведем.
Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. Красавчик, да? Южная изба. Вон какая она. И вокруг, вон, видите. Никто не трогал, не мог, Успенский. Какой-то мальчик на речке. Вот. Понасладитесь, как она журчит, как тихо шепчет. Образы, да, ребята? Ну вот, таежный туман. Видите, как смотрится. Темнота уже. Темно. Ребята, такая темень. А мы все в тайге ходим. Ходим, бродим. Тонешь, тонешь. Луна. О, красиво, смотри, как уходит. Смотри. Видишь картинка? Да. А тут хоть волком вой, хоть кричи. Ну вот, готовимся ко сну. Палатку поставили. Костера нет, он. Ковыряемся потихоньку тут. Смотрите, какая кедра. Да, красивая. Светится, как она. Ох ты, какая кедрулька. Сражаемся на мечах. Только вон, надо на елку. На елку. Поймай меня, поймай. И Федор и здесь. И мы на мечах. Посветите сюда. Ну вот. Смотрим. Вот так здесь. Вот. Электрошок отпугивает. Но и когда на меня бежал медведь, он всегда... эта вот штучка осталась в лодке. Мы должны это сделать быстро. Такое еще. Видите, изморозь, короче, все начинает уже, надо догреть до температуры нулевой. Клинышек туда вставляется, чтобы он полностью не закручивался. Вот так вот, горится вот это все, вот он начинает. Мы должны вот это вложить просто, следующую, не дать ему, короче, уйти. Вот. И сейчас это, и вторая загорится. Вот видите, вот так. Не даем ей, чтобы она сворачивается. А вторая сейчас. Вот сейчас все вот это. Вот это будет правдишный береста, чтобы сворачиваясь не тухло. Ну, таким способом используется. Ну вот, огонек. Вот и подумайте, как же Конта написано, как было тяжело герою в его произведении. В начальный период. Все, теперь был Миша хозяин в тайге. А разведя костер, мы стали. У медведя врожденное чувство пожара. Крепили вот так, видите, котелок поставили, печку. Теперь попробуем дунуть. Вот видите, как действует таежная печка. Вот так даже на дубках можно, короче, угли нагорели и его дотопить. Все, наша печка, видите, как сработала. Угли жар дают. Наш чайник закипел. Он горит. Еще температура, значит, не совсем упала. Короче, долго париться я не стал. Включил горелку. 5 утро. А у нас чаек. О, огонь побольше сделали. Все, он закипел. Все, ну вот. Вот и утро. 6 часов утра. Изморозь выпала. Вот, по идее, в тайге, кажется, не спал, а на самом деле выспался. Ну все понятно. Видим высокое. Федорыч! О! Вот здесь есть! Вот тут! Вот. Вот высокое. И вот
Либо эту короткую будем валить, либо вот эту высокую. Видите, они сухие. Сейчас посмотрим, как завалим. Кедра с такой макушкой. Вот 2 крапивных мешка будет с нее шишки. Вот такая она урожайная будет. Вот. А 5 Федорович нашел. Ну вот. И это вот сухая, видите. Рядом он. Да какой хороший, иди сюда. Вон, видите. И это сухая, это. Она красивая. Ой, дышать тут легко, ребята. Приезжайте в Сибирь подышать. Кедры. Где находятся кедры? Они очищают воздух на 5 километров. Мегаполис. Да что-то я! Иди сюда. Я видел, мы! Надо говорить. Я. Полно сухло. Давай. Что бы мы делали без этого? Метки даны. И хватит пока. Готово. Ну вот, дрова готовы. Сырины 3 штуки должны и сухие быть. Сухие, чтобы сырины горели. А эти им будут. Костер долгий будет хороший. И кружки. Смотри, какое топливо. Классное. Кружки длинные. Ах, кедровая живица. О, ломаются. Самосок. Самосок. Толще не надо. Толще не надо. О, эх, сейчас под корешок ее. О, не получилось. О. Иван, не. С этой, ну. О. Да не, давай. Вот это моя будет. Сырина, кувшина. Сырина, кувшина. Тут печка работает, видите. Угли, отбойнички. На одном дыхании можно не подкладывать ничего, и он закипит у вас. У костерчика вот веточки вот эти. И вот это она уже в запасе у нас, чтобы кипятить чай. Вот эти вот веточки возьмем. Ну и одну вот такую. Вот достаточно будет. Тоже это я наломал там у ручья, когда за водой ходил. Костер под надею мы разводим на углях. Вот эта штука быстро загорается. Маленькие веточки. Ну, у нас не будем париться. Есть вот такая штука. Вот. И холод пока позволяет ей пользоваться. Ну, минус 5 будет уже. А он пропан не будет. Бутан, пропан не будет работать. Ацетилен тогда надо. Ацетиленовые будут работать еще. Тебе берестеряная заслонка стоит. Видите? Без нашего участия чай кипятится. Вот, сейчас тут будем разводить под надею. Я так-то не нужна, но надо на гараж, чтобы потом мы пришли с рыбалки. И тут было у нас быстро разводили и быстро обогревать печка. Мало ли дождь пойдет еще. Ну вот, сейчас угли. Сразу видите, они уже сразу и веточки сгорят. Уголь сразу заикшал и веточки заикшали.
Теперь только успевай подкладывать. Все, в принципе, еще маленько добавим. Углей. Вот так прогреем. Наш костерчик будет принимать свой вид. Все, закрываем. Все, потушил я его круто. Все, теперь маленький вот так. Туда, туда. И вот это обгорать. Это сырина, сушина будет это, и на этой будет. А нагар будет. И также потом мы пришли, нагоревшее, и сразу у нас полностью обогреваться будем. Понятно, короче, все. Ну вот, общий вид нашей стоянки. Вот такой получается. Там печка, тут Надея. И это под елкой. Вот обгорает, видите. Сейчас обгорит, Дима, и нормально вот будет. так и строится это. Ну, Надеяться. Ну, нагар, когда будет, мы легко будем разжигать это все. Потом огарки будут и разводить будет легко. И плитка нагорела уже хорошая, все. Видите, как все четко, грамотно, мудро. Тут без мудрости в тайге никуда. О, видите, как горит хорошо. Ну, все. так Кидрать, нихуя порвал, вот. железо порвал. Ну, то, конечно, порвешь. Но Ну я вырулил. все, мху. Вот. Сбоку, он, видите, какие шаи хорошо. Ну, наши ребята. Тайга. Круто все. Поделали мешок. Использовали веревку. Тут грамм на 50 килограмм сахара. Простой по-солдатский мешок. Тут простые шишки можно от сосны ставить. Что угодно. Пробки от бутылок. Вон тут пробки из-под вина. И на удавочку посадили. Вот так. Узел простой. Вытянули. Сейчас будем завязывать. И все. Вот он. Классный рюкзак. И лучше нам не надо. Вот, топором отрубили. Топором отрубили 2 чурочки. Сейчас они будут тут стоять. Вот. И на кумпол это лодка, забродники. Это все надо. Мешок по-солдатски сделаем. Вот веревка есть все. Вот. Сделали еще мешок. Вот так. Крышка от простой бутылки. И 2 вырубленных сучка. Все готово. Правда, еще подогнать надо маленько. Маленечко. Сейчас. Эту не трогаем на удавочку. Вот эту надо маленько уменьшить. Вот настолько. Лодку тоже по солдатский мешок завалили, подогнали. Все четко, грамотно. Чтоб на плече висело. Весь груз собран. Бобер тут вообще все запрудил. Флага теперь. Выключай. Выключай, выключай. Сейчас флага. Ну вот бобер тут нам заготовил. Вот он так вот. Вот здесь вот так. О, я все дно поднимаю.
Да. Там не допилил. Бабах. Видишь, как он зажимает. Хорошо. Ну вот. Вчера ночью здесь запинались. Решили облагородить тропинку. Готово. Надо Федоровичу сказать, чтобы он ее принес к нам. Готово. Молодец. Вот идем вот так. Вот видите, вот такая. Тут, конечно, бобер поработал. Ему не нужны люди. Поэтому он ручей в обратную сторону. В обратную сторону. Да. Вот и приходится идти зигзагами. Зигзагами. Вот видите, как приходится обнимать. Вот так. Потом переступать. Потом яма, смотрите, какая. И мне ногу надо переставить. О, вот такая вот тайга непролазная, ребята. Все вроде там обделали. Но проще. Вот. Тут вот как бы рывок надо сделать. Но рывок делать неправильно. Нельзя рывки. Особенно когда один тайге. Рывков нельзя. Ну да. Ай, блядь! О, видите? О, видишь? Видишь? Ну а тут как поступим? Ну так. О, наступили. Твердо вроде. Идем дальше. Заброску. Так. Тут нам надо на кочку. Потом туда. Вот такая вот. И надо все выполнять четко. Рюкзак тяжелый. Вот. Поклажей. Вот. Еще одно препятствие. Там нет обхода. Тут надо четко вот так вот сюда встать. Сюда, сюда. Ну, чем чаще мы по тропе ходим, тем больше мы ее изучаем. Потом нога будет на подсознании становиться куда ей нужно. Вот. Тут по краю. Конечно, мудро мы вот тут обход потом сделаем. Вот тут вот сюда ступим. Потом сюда. Так, я попробую прямо. Сюда. Но. Вот. Прямо пойду. Ага. Ну вот прямо. Ну, ну иди вперед. О. По колено. Нормально? Нормально. Рыбы, да? Рыб есть. Гальян. Харюс. Ну вот такие вот таежные непроходимые болота. Такая красивая тайга. Вон тоже кедра, смотрите, какая шапка. Ну вот, 2 кукурузных мешка. Но не вижу, шишка может и есть. Но только я узнаю потом. У меня экранчик сейчас маленький. А шишка есть. Шишка есть. Шишка. Шишка, по-моему, вот это. Ну, одна шишка. Одна шишка только. Давай, о. О, да ничего страшного, на сагудак. Он и должен. Чем меньше рыбка, тем она вкуснее. Вот она.
Сними его. Я дальше брошу. Ну вот, рыба есть. О. Так. Маночка. Вот такая. Все. О. Надо еще одного. Ну, кидай. Ну вот он. Хорезок. Красавец. Сагудаковский. Ну это 1,5 года где-то. Вот. Нема парши. Это, видите, переросли уже черные. Какие. Материал для рассеивания. А это вот лакерный трутовик, лиственничный трутовик. Тоже целебно. Течет ручей, бежит ручей. Красота, да и только. Красиво, И тут кедры, вон кедра, видишь, какая лапистая. Класс. А мы плывем. И я смотрю уже куда-то вдаль, а в душе пустота. Сначала я... Вот он, резишка. Оп, готовый. Спрятался. Ну тут стандарт, видите, ребята. 1 в 1. Ну, поднимаем. О, еще такой же. Стандарт, ребята. Вот сагудаги уже у нас есть. Видите? Вот он какой. Вот он такой. Вот такой. Стандартный. Красавчик. Золотобрюгий. О. Ну. Вытягивай, нахуй рыбу пугать. Давай. О. Веселье началось. Красава. Ой. О, хрюкает где-то. Бобр. Вот тут. Видите, погрызках листами. О. Пробовать надо, ямка-то хорошая. Да? Будем пробовать. Делаем сагудак. Головы почистили чешую. Ну, можно было не чистить, так как будем снимать кожу. А вообще в коже приготовим. Ну, вот так. Вот и... Помыли, очищаем кожу. Такая рыбка получается. Без плавников. Вот. На 3 части разрежем еще ее. Плавников нету и шкуры нет. Все, вот разрезаны на 3 части. Добавляем крупной соли. Так. Угу. Вот так. Накрываем чашкой. И все это дело трясем. Трясем. О, и теперь пускай минут 5 стоит. Можно было в пакет положить и бить пакетом целлофановым. Вот сидим, фонарик подзаряжается. Вот индикатор солнечной батареи. Салют какой-то. Далеко они, главное, летят. Смотри. Да. О, вот так, Иван, вообще классно. Engine Fire. Классика. О, видал, вот. Красота.
Есть петарда здоровенная. Ну, это имитирующий выстрел. Ни хрена себе. Охуеть. Вот это да. Охуеть. Федорович, бойся. Охренеть. Охренеть. Вот так. Вот фашир, он меня один раз подвел, он остался в лодке. Сейчас будем его использовать. На, держи. Включено. Свет не надо, Иван. Со светом своего будет. Свет убери. Так. Камера снимает. Да, Запись идет. Красная? да. Ну все. Охренеть. Ва! Ничего себе, как она ослепляет. Ё-моё. А как она тебя подвела-то? А что за брызги там, Диман? А? Видишь, как брызги все равно. Ужас, смотреть невозможно. И что, это от медведя? А? Это от медведя? Ты говоришь, 5 минут гореть будет? Ну, слава богу, наконец-то она потухла. Все, она расплавилась там. Да. Иди в костер бросай. Вот догорает надо. Ну да. А чем она заряжена-то была? Что она так Это горит? сигнальный, морской сигнальный огонь. Подавать сигнал бедствия. Ну что ты говоришь, что от медведя? Ну нам-то она от медведя нужна. Ладно, понятно. Бросай в костер. Хук, блядь, как она воняет. Дим, да брось ты ее в костер. Чик. Варить нужно. Сушим чуточки. И чай кипятим. Вот эти места надо просохнуть, чтобы садиться. И надо их убирать на случай дождя и изморози. Вот эти. Чтобы пришли, сели и сидели. Всем было тепло. Ну. И теплый, и хорошо, а сверху сушилка. Эти сушатся стельки, куфайка. Рыбу печь можно. Сделать хороший костер. Сухую чурку можно использовать и экономить дров. Видите, угли нагорели, жара нет. Огонь. Мы с тобой одной крови. Борьба за огонь. Туман выпадает. Такие хрусталики льда. Видите, уже разрастаются, как изморозь какая. Для рыбалки это... Ребята, вот такое место. Видим круговоротик, береза. Сейчас будем тут облавливать. Думаю, тут стоит ленок. Нужно четко выполнить заброс вон под ту березу. И дальше, заходя в круговоротик, что попадало. Вот так. Ну, рыб. Да вытаскивай, Иван, нахуй рыбу пугаешь. В бок отойди.
Ну я понятно, что будет хороший. Ну показывай. На зеленом? Ну крутя. Так, за дорогими обманками. Видите, проваливается. О, вот это моржевание. Нихера. Надо было снимать эту свитер. Иван, свитер мочишь сзади. Обламывай его на. Обманки дорогие, которые ловчие. Год ловил, и тут неудачка, видите, какая. И приходится за ними бороться. Ну, я отрыбачил. Вот видите, рыбалка. Снасть потеряна. Глубина, вода холодная. Идти я за ним поплавком не буду. Вот. Вот он, поплавочек. До свидания. И глубина там с покрышку. Рыбалка. Видите, какая. Не она. Отпускаю ее. Так, там еще одна, подожди. Кто-то клюет даже там. Удочка дергается. И клюет. Блядь, тут яма сразу. Блядь, не так сильно. Да. Неудачка. Ебать. Вот это что-то было. Ну такое не дойду, блядь. А вода нулевая температура. Плюс 4, плюс 6 еще. Да смелее раз взял, да и все. Смело она. Во. Смело бери, да и все. И опять не то. Но еще одну, потом еще одну. И только вот сейчас вытащили тайменя деревянного. Деревянный малахит. О, о, рыбалка. Привет. Крутя. 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 Победили, короче. Вот на зеленых надо рыбачить, видите? Обманка должна вот такого коричневого, либо зеленого цвета. Вот я двух нашел вот этих личинок. Это подкаменщик. Вот еще один индивид. Мелкие. А вон он, ну это дикаря слазит. Да.
Вон, Сколько вон? вон бикарас, ну вот. Давай, собирать их. Давай, Дима. Насаживать? Да, вот они. Ну давай. Вон они. О, вон смотри какой, под камень. О, Да-да-да. вот этого. Вот бикарасы. Вот под Подожди, камень. давай вытащим тогда. На ту флора и фауна. То, что карась есть зимой в ямах. Вот цветовые раскраски можно. Это подкаменщик, бикарас, веснянка. Да-да-да. О, кто там? Посмотрим сейчас. Кто такой? Винок, скорее всего. Выпуск с ней никак. О, вот это харя. Видишь, маленький такой. Средненький. Ну, средний. Охуеть. Ну, средненький. Ты прав, началось. Я и говорю, те места, гибы. Дима, они просто... Ну вот. Видите? Средненький. Средненькие. Красавчик. Вот такой. О, красавец. Давай без сигареты. Ну, сейчас. О. О, отпусти его так вот здесь. О, средненький, ну. Ладно, дальше пойдем. О, рыб, пляски. Сейчас еще одного рыбку. Крючок вроде как целый. Ну его, ну, Все, хана ему нахуй. некоторые крючки специально отпускают. Это для якоря Нет. отжигает, чтобы они хоп, это распрямлялись. Понял, от но зацепа. здесь он, видишь, сломался. Ну, ну, ну. самому это. Ну, кедра какая. И там полностью кедрач. Красивое место. Ну, там же всякие бекарасы. Кормовая база, Ваня. Давай выйдем. По воде не пойдем. О, дерево упало. Кедра, наверное. Ну, вот вдоль того берега на метр. А.
Вон какая яма козырная. Вот пила Союз. Валим вот такую березу сухую. Сделали. Валить будем, соответственно, в ту сторону. Запильчик такой. Сейчас надпиливаем тут повыше. Все, пошла. Охренеть, да дыщ! Молоток. Ну все, сейчас кромсаем сучки, напиливаем сразу, заготавливаем, чтобы нам потом не пришлось быстро готовить дрова. Лучше их приготовить заранее. Вот так спец отпилил, все четко, останется один только пенечек. Ладно, будем заниматься. Вот 5 минут потроха, дров полно. Мутная. И такая, смотри, граница воды, да? Интересно. Сейчас внимательно посмотрим. Вот так вот. Видите? Андрей, нижняя засухает все. Шел за водой. Иду я. Ой, споткнулся сейчас. Никого здесь нет. За водой. О, споткнулся. Кто здесь? Нет! Нет! Не надо! Пожалуйста, не надо! Нет!
Иду я за водой. Федорович, выключи! Я за водой. Ой, кто здесь? Нет! Нет! Нет, пожалуйста! Не надо! Нет! Отправили меня мужики за водой. Сейчас вот пытаюсь как-то камерой подсветить. Блядь, темно, ни хрена не видно вообще. О! Что это? Что это? Не надо! Не надо! Ой, спасите! Спасите меня! Все. О. Где, поймай. На елку, на елку. На елку. Выше. Не видит он их. Ну-ка, за тобой стану. Ну вот тут да. Тут рыса опять появилась. Вот они, ага. О, ты вот только видишь, куда она смотрит. Ты не хаотично, ты делай какие-нибудь фигуры нормальные. Вот сведи их вместе, вот так. Потом разводи потихоньку. Теперь вверх. О, Вот. НЛО. НЛО. Да. Это НЛО. Вот смотрите, куда они. Вниз. А теперь они вверх. Вверх улетают. Они играют с собой, прикинь. Они играют. Играют на елках, смотри. Вон, видишь, как они? Раз. Вот так они умеют. Вот это первый раз в жизни я вижу. Вот так они вниз идут. На макушку. Давай, 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 давай. Вот там, видите, они как играют. Ага. Снимай, блядь, смотри. О. О, видите, и чай готовится, и все. И Надеюсь. вещи сушатся. И вещи. Ага. Чай же вскипел. А то на таких отбойниках-то он сразу свитер. Утром при помощи головешек, видите, легко прогреем 2 сырины и потом угли будут давать и греть нас. И кипятить ведро воды. Весь контраст мероприятия, видите, направленный. Сначала повешали котелок, потом создали как бы вот такой колодец из углей. Выполнены там и кислорода достаточно, вот эта сушинка, остальные все головешки и стенка сырая. И быстро у нас закипит чай. Кружки, видите, образовывается лед, изморозь. Тут уха подогревается, вон тоже, видите, бок кипит. И чай быстро, 3 минуты и закипает. 3-литровый котелок. Котел построен на фоне ноги, отражательная стенка из 2 сырых и головешки тоже от ноги уже угли. Из углей делают порох. Это самый лучший отражатель. Головешка с углями. Вот. Забурлил. Он сам, видите, отрегулировал температуру у себя. Как бы так вот получилось. Все, снимаем. Вот в 5-литровом высоком котелке в колодце из углей на фоне ноги подогреем уху. Сон в палатках, в машинах, УАЗиках, кто любит дом на колесах. Запомните, там в УАЗике и в палатках образуется конденсат, если холодно, и недостаток кислорода, от этого болит голова. Так что учитывайте конденсат, кислородное голодание. Лучше всего, конечно, спать около костра. Вы пропахнете дымом, на вас не будет садиться клещ, у вас не будет образовываться мозоли, и вас будут бояться все животные. Чувство врожденное чувство страха. То есть мишка вас учует очень далеко, и он убежит. Вы станете хозяином тайги, и у вас, кто спит в УАЗиках, в закрытых таких помещениях, кислородное голодание, прежде всего, это кислородное голодание, это головная боль. А кто спит около костра на открытом воздухе, у того иммунитет, здоровье, и он становится действительно хозяином
тайги. Плотник как изморозь. Видите, какая. Защитный цвет. Уазики постелены доски внизу. Подкрылки, знаете, забирают место, поэтому от подкрылка кинуто вот так. Вот. И образуется конденсат. Чтобы температуру сравнять и меньше конденсата, утром надо полностью проветривать автомобиль, какая бы температура окружающего воздуха ни была. Иначе будет вот такая штука. И спать будет неудобно. Это касается и палаток. Передний сапог. Вот. Пилбу. После каждого пропила рекомендуется носить в шинах. Сапог, видите, какой? Шина была на голе. Идешь, и сапог видно. Раз, 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 раз. Как раз место близкое. А когда идешь с той руки, если шина назад, то можно сказать, что это человек, который допустил эти травмы, носит шину неправильно. Шина у пилы при переноске должна быть направлена назад. Для того, чтобы костер горел, были угли, обязательно нужно сушинки. Сырые и сушинки для костра. Вот эту сушинку мы сейчас будем валить. Метров она 15-20. Вот так сейчас будем валить. Пойдет она. На меня пойдет. Вот это вот. Куда бежать, если что, бля? Вот она. Охренеть. Охренеть. Бабах. Вот так она упала. Упала четко. Пихтушечка. Вся в Успенском мохе. Видите? Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. Все. Еще макушка обломалась, и посмотрите, какая она длинная. Это не его макушка. Не ее. О, какая. О, ты. Сколько метров? Давайте замерим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 метров. Вот такая пихта. Вот. Видите, пихтушка. Нам ты отсюда заснимай и потом впереди, как летит этот, работает. Хорошо. Все по меткам. Только успевает. Ай, не придавило, блядь.
поставили, чтобы не были воглыми на будущее. Если будет лежать, влаги впитает. А так, в следующий раз приедем, или кто-то другой охотник, сухенькие будут стоять. Так она влаги, древесина, видите, сколько заготовок, не будет набирать. Вот так вот, все мудро, четко, с расстановкой. Еще поставили, чтобы не было воглы, на земле не питал влагу. Макушку заберем, а это на будущее другим или нам. Мне надо было мозолей, все стелечки в пепле промазываем вот так. Носки тоже. Вот так вот. Вода, если будет не жесткая, омыляться, если чуть-чуть где трет, здесь были потертости, то все, как говорится, заживет у вас быстро и не будет больше. Вот, вот, и 3000 все стоит, полупрофессиональный союз. Для защиты от насекомых, у них паралич дыхания наступает, то есть муравьи, все осы к вам подлетать не будут, клещи также не будут лезть, они боятся пепла. Вот. Ножки будут у вас как у младенца. Видите, не пухло еще, нет потертости. Промеж пальчиков промазали, а потом запустили в болотник. Вот такая вот красивая штука. Вот так вот все. И болотники нельзя одевать. Нагрели, на горячую одели, в воду зашли, температура воздуха в болотнике понизилась, точки росы, и у вас будет конденсат образовываться. Болотники нужно одевать на холодную. Лучше их опустить в воду, а потом одевать. Тогда у вас этого конденсата внутри и ножки, и носки будут всегда сухие, не будет конденсата. И также на морозе, чтобы до мороза холодные надо одевать всегда. Поняли вы? Ребята, наступили морозы, в рукавицах ходим, руки мерзнут капитально. Женя, помаши маме ручкой. Получается, замылыш, да, вот такой. Смотри, как красиво. Хоп, коса пошла и замылыш. Вот рыба любит тут скапливаться. Видишь, краса какая. О, классика жанра. Посмотрите, течение перпендикулярно саму руслу реки. Видите? Бьет четко. Поймался, наверное. А, ушел. Да. Вот она, рыбка. Рыб. Классно. Видите, это самочка, видите? Вот такой плавничок маленький. У самца он красочнее и как лопата с ладонь. Вот такой наш улов.
на фоне речки вот этой таежной. Напротив вот этой красивой ямы. О! А, вытаскивай, вытаскивай. Не давай играть, Ваня. Вода прозрачная. Давай покупаемся. Давай. Простатит заработаем. И нормально. О, вообще, Иван, кадр. Вообще класс. Отражение этих елок на камере вообще смотрится круто. А, как красиво. Кого и нету. Одни кедры, ели, пихты. Такие вот растут. Все покрыто мхом. Причудливые корни. Представь, вот это остров. А если пойдешь по нему, там ноги переломаешь. Вот такая штука. А остров? Да. Я первый раз сюда зашел, думал, тут кончается она, исток. А это остров такой. Как красиво. Мох нетронутый. Грибы какие-то. Сейчас посмотрим, что за грибы. Видите, как растут. Это трутовик настоящий, ребята. Вот видите, как он выглядит. Трутовики. Не ложные, а настоящие. А вот тут когда-то упал тунгусский метеорит. Вон видите, как все раздробило. Вот, смотри, тунгусский метеорит куда упал. Видишь? Здесь тунгусский метеорит упал. Какая красота. Интересно. Камень какой. И кедра стоит на нем. Подожди, ну лучше О, перейдем. перейдем. Ну какая. Кедры. Великий. Тихо, хорошо. Вода прозрачная. Вон какая. Так вот здесь красиво. Прошли уже 4 километра вверх. Но еще конца нам не О, видать. кедр. Сейчас будем речку переходить. Там. А тут бродик. Видно. Камни внизу, да? Кедрач, камни. Грибки тоже маленькие, трутовички. Ну, это тоже гриб-паразит какой-то. Не чесночник. Похож. Бобр. Бобр. О, смотри какая. Вообще его. Ямище. Смотри, как вообще смотрится. Что покидаем? Ну, потом пойдем покидаем. Тут я ловил. Да, ловил. Перегородила. Как мы тут идти будем? Да вот так вот. Кто длинноногий, тому удобней. Как раз. А тут какой порожек получается. Красивое место. Ничего не скажешь. Стоит. Красота. Пройдемся в край. Ходим. А что толку-то? Там яма. Нам пораньше бы перейти. Тут мы нигде не перейдем. И ходить надо. Там. Вот смотрите. Текает в озеро. Вообще озеро какое. Будет тяжело. Но... Федорович. Вот из-под этого пня. На 2,5 килограмма. Представь. Какой кедр.
Это градило. Вон какие деревья могучие. Как парк. Вообще. Офигеть. О, кедр. Видите, какой обхват. Ого. Здоровые. Вон какой. Да. Вон какой. Если посмотреть на руку. Ёлки-моталки. Ого. Трещина какая пошла. Кутанула его. Вот тут, видите как, прямо перпендикулярно речке. Вот тут мне удочку Харю сломал. На 1,5 килограмма, где-то 2-килограммовый был. Я его потащил, и удочка была сломана. Видите, какой интересный. Вот сливчик, смотри как скромно. И в одну дорожку ложится. Какое красивое место. Тихо, спокойненько. Видите, одна речка впадает в другую. И сразу порожек. Вот такая красотища вокруг. Ну, будем пробовать рыбачить. Иван словил. Ну, круто. Ну, ничего страшного. О! На черную? Ну, давай сюда его. О, хороший. Эх, какой. Не знаю. Золотобрюхий. Зацепилось, что ли? Еще и зацепился, сука. О, блин. Во. Он уйдет, уйдет. Нет, 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 нет. О, хороший. Вот он. О. Да. Ого, как он шел. Я ж боялся. Подождите. Сейчас я его отцеплю. О. О. Рыбка. Рыбка. Ох, какая. Вот это рыба. Рыба. О. Боролись мы с ним, ребятки. Да какой кедр. Будем через него идти. Первый пойдет Иван. Welcome. Конечно. И я сейчас к тебе подымусь. Так, а я как поступлю? Нога куда? Вон поближе туда. В руках камера. Потом маленький толчок и прямимся на эту. Оп. Так, отлично. Так, еще разок. Оп. Все. Я в домике. Ребята, я в домике. Берег вот. О. Идем. Опа. Опа. Видите, как все. Кедра. Еще там кедра. Ну, как смотрится. Зацеп. Ну. Поймаешь зацеп. Пошли. Вау. Он шатается. Ого. Резонансно упасть. Резонансно. Оп. Боком ставим ножку. Так. Тут осторожненько. Сучочки. Так. Отличный ход. Лошара. Да. Зацепился. Круто. Что, удачи, что ли? Не знаю. Ну, он тут мелкий, Наверное.
Ой, блядь, Картина. держи его. Да поднесешь. Рыбу бить нельзя. Бой лоханулся. Видишь, видишь? Своя сказка. Кедр великий. И вот такой мох. Пройдемся дальше. А? Кого? Очень лес. Мы тут ходим. Ходим. О, тут сзади за нами идет. Сучки. Слушайте, скрипят. Ну, тут, видите, приходится ходить в места. Пересеченная местность. Когда перешагиваешь, вот так вставать на нее не нужно. Сразу перешагнули и равновесие сохранили. Как будто идешь по тротуару. Вот это надо учитывать. Ну и заранее продумывать, куда ваша нога в очередной раз ступит. Это все, если будете что-то вот эти без бревна скользкие, уже знаешь, с мхом можно ступить на них. Ну вот таким путем идешь спокойно, как будто бы по городу. Вот опять, как думаете, справа, слева, прямо? Лучше прямо. Прямо получается всегда попроще и надежнее. И начнете что-нибудь изобретать, будете падать. Ну там видно сразу, темно что-то. Значит, мы определили, что это непреодолимое препятствие. И обходим. Вот. То есть два дерева вон там лежат, заваленных. И тут опять у нас дерево. Мы раз, все его перешагнули. И заранее просматривать, где места более прямые, где вам будет удобнее идти. Ну, вот так вот. Уже ночь, а мы все идем. А мы все идем. Елки-ма, какая же. Все идем. Заблудились мы, по-моему. Ночное солнце. Вон как красиво светится. Вон как все ярко. Ну, видно, да. Освещает хорошо. Прекрасно. Помощница наша. Я четко. За этот зайди. За что? Да. Ну, нет. Да вон, смотри, как четко вообще. За елку зайди. Вот. Елка. Вон, посмотри, как четко. Красава вообще. Ну-ка. Ну да. Не приблизь. Иди. Лунная дорожка играет с кедрачом. Встань туда, светит она тебя, нет? Вон, смотри, как даже за ветками берет. Видишь? Да. Ну-ка дай-ка, встань туда, на дорожку. Вон туда, вон, на дорожку, вон туда. Поймает тебя она. Ну что не поймает? Поймает. Вот так вот луна освещает, Вон я поставил. освещает. Тебя не видно. Ну видишь. Значит не видно. Вот теперь видно. Ну, не справляется Ну. камера с таким освещением. Надо переключить. Ну, Говорил тебя на этом. ну вот, как освещает все. Ради Прекрасно. Наша луна. Ну вот, как видите, освещает.
Луна. 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 Вон красавица какая. Ох, как с ветками играет. Подержать ее, что ли? Подержу ее в руках. Луну. Да, ребят. Так что у нас вот такая вот штука. Кипятим чай с утреца. Красивая. Будем пить чай. Ну, это как бы профилактика простаты, чтобы, конечно, вы сидели не на влажном, а на сухом. У вас дополнительно еще маленько прогреется. Определенная физиотерапия. Вот такая вот штучка. Ну вот уже совсем цветает. А тут, посмотрите, ребятки, лед. Лед. Вся вода в ведре замерзла. Вот такой сегодня мороз. Сегодня для кипячения чайника мы сделали свой метод. То есть сделали колодец огненный. Сзади надья, 2 сырины. Тут тоже 2 сыринки. И вот так. Тут. Все полностью огненный колодец. Искусство разводить костер. Искусство кипятить чай на костре. Это все, ребята, получается, что у нас искусство. И вы должны мудро предусмотреть, чем вы будете разводить костер на следующий день. Видите, минута и чай вскипел. Выбрали всю золу. Ее можно использовать датчиком на дачу, как удобрение. А можно для смазки. Федорович, подожди. Убери вот те вот палочки, убери. От насекомых, клещей. О, сейчас. Ну, сейчас они нагреют, обогреют угли, изморозь, уйдет лед. И будем делать. Стенку надо дрова прогреть. А потом это все уберем, прогревалище. То есть вон ту, вон ту. 7 октября. Утро, 9 часов. Запускаем воздушные шарики из пакетиков. Вот так наполняются они. И отпускаются в небо. В небо. Ну, у нас развлечение такое здесь. Вон он. Вон он, вон он. Видите, как полетел, как далеко. Вот он. Он тебя летит. Вот. Все. Но этот что-то Мало слабенький. воздуха я набрал, видишь, он уже не подполенный. Бумеранг. В морозе шапка превращается в кирпич, видите, застывшая, влажная. Ну, видите, вот такая штука. Вот, да, на лужах лед. Вся роса замерзла. Солнышко. Солнце светит и растет трава. Да. Дорога в облака. Нафига ты ферму разожгли? Из березы. Охренеть. Красота. Красота только. Костер здесь. Река здесь. Костер. Федорович здесь. Крыша над головой. Крыша. Снег идет. Да, снег. Ах, какой. Ах. Красавчик. Словился. Какой. Опять самочка, ребятки. Видите, плавничок маленький. Самочка. Вот. Костер, рыбка, романтика, романтика. Такое место. Все лапистые такие, красивые, сучки такие. Вот спуск воды сделал, насколько нужно поднял,
А вот тут, видите, как чтобы корабли проходили, как у плотин. Вот. И дальше березы повалил, чтобы их грызть. Плывешь и грызешь, и кушаешь. Вот это бояк. Вот бобровые плотины. А тут у него... Да. И глубокая. Вот такой он. Король. Речушек. Вот второй уровень. Вот он. Сброс воды. Третий уровень. Вот этой плотинкой он затопил наш. Пустил воду на нашу тропу, чтобы мы там не ходили. Вот видите, прорыл русло, специально сделал, и вода пошла на нашу тропинку. Какая прямая. Видите, вот он тут и все зимой. Птичка какая. О, живица кедровая обгорает. Это наши аккумуляторы. Из пластика бутылок. Сейчас нагреем воду там и покладем в УАЗик рядом с собой. Всю ночь буду греть. У нас кипятим чайник. Видите, высокий котелок. Используем 2 отбойника. Вот. И всего лишь бересту. Бересту подкидываем вниз. Она как бы дает якшать этим углем. И чайник у нас быстро вскипятит. Видите? Всего за 3 минуты. Ела. О, уха у нас. Суп. Не суп, а Суп. этот ела. Мышь. Ну а кто? О. Сейчас. Так, ну вот она, зависшая, сухая. Вот сейчас мы будем, чтобы она упала. Классика. Так, что, отпиливаем оттуда, да? Ну да, чтобы... Там сучок, Федор. А? Сучок. Он видал, сколько... Заточил отец топор. Ребятишек полный двор. Нарублено. Буратин нарублен. Откуда дровишки? От лесу вестимо. Отец, видишь, рубит. Что ли? А я увожу. А то ли практика таежная. Порви ее. Уа! Пасть ему порви. По центру. По центру порви. Сучки и сучок расколол аж. Вообще монстр. Так на 4 ты сказал? А? На 4 же части. Там сучки по центру. Две сказали.
делаем поперечную. Мы поперечные распилы делаем, а тут продольные, то есть ошибки. Продольные, по продольному пилению. Делаем столик, доски. Это буратино. Видите, носик, все. А это папа Карло. Папа Карло. Пила Союз. Стоит 4,90. Полупрофессиональная. Мощность 3,2, шина 40. Такая в Чили будет стоить 26 тысяч. А это всего стоит 4,200. Почти 2 года еще ни разу не подводила в тайге. Вовремя смазываем бензин 90-92 октановое число. Цепочка при покупке сразу заменена на штилевскую цепь. То есть я дал за цепь еще 800 рублей в придачу. Ну вот видите, как она справляется. Пила полупрофессиональная. Ну вот и все. Welcome. Так, все, идем. Не запинаемся нахуй. Все перешагиваем. Потихоньку. Так, тихо, тихо, тихо. Так. Сейчас я камеру возьму еще. Первая сырина. Вот такая хорошая. Влегла вниз. Ну вот. Вот такая штука. О, как горит. Сложили надью. Вот эти две стенки сырые поставили. И чтобы вот эта грань прогрелась, древесина подсохла и маленько была на угли, чтобы пришел быстро обогреться. Вот тут мы должны нагореть угли. Ставим для прогревателя. Вот эта сейчас штука между собой переключается, эта штука прогреет, и мы придем, эту штуку сюда пристроим, быстро разживем костер и будем греться. Уже будет елка сухая. Горит очаг. Вот сейчас мы эту... Теперь быстро кипятим чай. Это у нас со льдом она, видите, температура нулевая. 2 отбойника, угли и веточка сухая. Вот такая. Отбойнички, сейчас посмотрим, как мы это сделаем. Вот отбойнички так замонтировали. Теперь вот это... Попало, то и схватил. Жизнь такая. Ломаем. И вот Что сюда. под руку попало, то и... Вот ломаем. Вот и посмотрим, за сколько у нас чайничек кипятит. Все, угли будут икшать, давать сильно жар. Вы знаете, когда делаете шашлыки, большая температура. А эта штука, чтобы они играли, угли. Искусство делать огонь и кипятить чай, видите. Все. Там у нас надья, тут поставлено тоже отбойник, вот этот нагоревший. Видим обгарок, который остается от надьи. Вот. И тут два тоже таких экрана. Там, значит, везде угли и маленькие сухие веточки. Они вот берутся вот сейчас вот такие вот с дерева вот отсюда и вот отсюда. Сейчас покажу вам. Вот эти веточки, вот видите, сухонькие. Вот, все сделано четко, правильно. Буратино от сахара упал, что его сожгут. Делаем крышку под чайник. Вот и посмотрите, какой там жар. Крышка под чайник готова. Во. Все. Кругловато маленько. Маленько. Убрать это. Ну топориком обтешим, и будет крышечка под чайник. Вот крышечка готова. Быстренькая. Умеючи с пилой, с двухручкой или с такой пилой. Сделали. И чай уже с березы, естественно. Березовая. А ты думал с елки, что ли? Чтобы смола туда попадала? Нет. Сам аж затушил, все закипел, видите. И сам себя потушил. Видите, как все удобненько, хорошо, быстренько.
и четко. Все разбираем это дело. Так, так, До следующего раза. да. И ручка горячая. Думал, не горячая. Ну вот все. Вот экранчики. Сделали свое дело. Вот видите, как они выглядят. Вот так вот. Все готово. Чага. Да, собрали вот. Добавляем ее туда. Чага. Вот. Котелочек обязательно. Чтобы иммунитет повысить. Добавляем чаги. Все. Эх, Буратино, Буратино. Еще последний топор сломать нам и все, блядь. Ты что матерись-то? Ну, он таежный. Он всегда один живет в тайге ему. Похрен. Болотник, видите, в смоле. Так. Клин клином вышибают, надо клин забивать. О! Еще разок. Вау! Полетельник и понедельник. Фонарик с солнечными батареями стоите на подзарядке. Он подзаряжается на открытой пространстве. Все, четко, грамотно. Без генератора, правда. Генератор тоже бы. Хоп, опа, хоп, мусорок. Не шей, не срок. Машина. О, вот и все, видите. Все готово. Так, и четвертину сейчас выберет. Ух ты, застрял. Неудача. УАЗики дверцы открытые, чтобы конденсат испарялся, температура сравнялась, то там будет образовываться сильный конденсат, а там влажность не нужна. Готово. Еще один удар. Вот так. Вот так. Вот так. Все готово. Еще разок. Федорович. Не надо. Еще разок. Вот так вот. Молоток таежный. Буратино. Дровяник пошел. Подумать. Летом вообще там можно. Приехал и туда, ушел с мешками стал. Бегай там. Ну, зарядка, видите, идет. Солнечная батарея работает. Ярко войти. День не очень такой пасмурноватый. Но зарядочка идет. Вот с таких деревьев строим бани с кедрача. Посмотрите, там сколько смолы живицы. Сибирскую чистку можно делать. Вон какие. Баня получается шикарная. И стоит хорошо. Воздушный шарик. Развлечение. Вау! И понедельник! Уху-ху-ху-ху-ху-ху! Простоквашино. Домой, назад давай! Назад, сказал! Назад! Место! Рекс, место! Все. Он не покупает. Прикол. Ты где? Видишь его? Да-да-да. Красавчик. Но он что-то общался, по-моему. Да. Рябина. Давайте попробуем сейчас. Красавица, вот такую штучку. Она сейчас подморозилась. Рябиновка делается
вкусная из нее. И как мы ее достанем? А вот тут надо веточку, как Мишка, пригнуть. О, и мы почти достали рябину. О, как и сколько. И гроздья. И будем это дело сейчас пробовать. О, попробуем около могучего кедра. Вон, посмотрите, сколько жибицы, смолы. Ну, мы ее уже набрали, покупайте. Сибирская чистка вообще целебная штука. И зубы, и для косметологии используют, для лечения заболеваний. Ну, давайте кушать. О. Мороз убрал рябиную горечь. Кушается вообще прелесть. Кладезь витаминов. Птички, слышите, поют? Какая-то стайка летает. Какие дурачи. Могучие. Деловая древесина. Стюарт разливает огонь по бокалам и видит, как плавится лед. Акулы глотали слюну. Я беседовал там с господином начальником крыс. Я видел секретные карты. Я знаю, куда мы идем, капитан. Дороги в тайге. Водяные. Водяной, водяной, никто не водится со мной. Одни пиявки и лягушки. Опа! Малыш, малыш. Шустрый, шустрый, шустрый. Сходу держишь вот так, на тебя, короче, они сходят. А тут, видите, о, какой. Какой пацанчик. Как у меня было, наловили, короче, мы полную ванну, которую вы моетесь домой. Ну, давай, у меня друг, перебирать. Но вот и приходит Димка, я, говорит, себя обманул. Я говорю, а что? Я себе крупный положил. Я говорю, ну крупный же это хорошо. Он говорит, а молоденькая все вкуснее. Один рыб. Вот он, золотоплюхи. Красавчик. Ну вот обманки можете посмотреть. Вот так мы опарыши насаживаем. 3 обманки стоит, короче. 3 обманочки. Поплывок вот такой. Он не дает парусности, короче. Ну вот. Результат видим сами. Еще один золотобрюхий. Видите, животы полные. Видите, какой он. На какую взял, давайте посмотрим. Вот. Стоять. Пику держишь. Шустрый. Вот на такую зеленую, видите? Вот на такую. О, давай, Иван. Клюет, да? Давай. Выкидывай его. За леску возьми, потяни, Иван. О, нифига себе. О, нифига себе. Это ленок был. А ты издалека взял его? Я взял его за пакетом вот так. Ну, показывай свою добычу. Угу. Смотри какой. Ох ты, красавчик. Крутя. Они там кормятся. Ну, круто. Ну-ка, бока покажи. Вот он, леночек. Не-не-не. Смотрите, как извивается. Угу. Вот так надо. Ты вот так выдвини, а лицо назад. Да вот так в одной руку. Вот так лицо назад. Круто. Червяк. Поднимай его. Прямо на леске. А? Скинулся? А, ну кидай. Вау. О, расчирикались. Вон кедры. Кедры какие. Кедры. Перепад. Видишь, глубин. Свал, короче. Каждый заброс клюет. Да. Давай. О, поймался. Рыбак ушел.
О. Ну ты за это, за рот возьми его. О. Класс. Да все, я приближаю, нормально. Классно. Ага. Угу. Схов, как говорится, 5 дней в жестких условиях тайги. Вот такая штука. Видите, нейлон внутри. И все пробитое. Ну вот. Не держит болотнички. Вот такая. Нейлон, это ПВХ. Ну, вот поточки. Ну вот, белые мухи летят. Вот они. А у нас рыб. Вот как устроена наша снасть. Сейчас мы это... Вот такая. О, красотка. Рыбка. Рыбка золотая. Кедра сейчас красиво, да? Вот кедра. Вот они. У нас все рыб. Вон какие золотобрюхи. Красотки. Давай покажем. Не хочет. Ну невозможно пройти мимо такой красоты. Вон как красиво. И опасно. Кто тут может быть? Мишка. Ах, какая. Пушистая. Камеры не хватает, объектива даже, чтобы полностью заснять. И кедры. Кедры. Штанишки у нас, забродички. О, рыб пойматай. Пойматый рыб. Иван, тонуть собрался. Офигеть. Ого. Крути. Ну-ка, сфотографируйте. Угу. Издалека? Не приближать ничего? Ну, как есть, фотографируй. Фотографирую. Фотографирую. Все, хватит. Ага. Вот, смотри, прыгай. Ага. И плыву. Ага. Смотри. Давай. Ого. Ну это круто. Да. Это круто. Это круто. Ну вот вода. О, круто. Да. Охуительно, блядь. Да. Смотри, Да, я вижу. плавай, блядь. Да. Ванны эксклюзивные. Да. Охуеть, я тут, блядь, яма тут наша. Угу. Да. Это нарядом, смотри. Яма рядом. Точно. А смотри, как эти сжимает. Ну. Там давление, ебать, смотри. Ага. Да. Вот, смотри. Вижу. Стыдники. Таежные. Таежный суицид. Как ее забрать-то? Палочку надо с собой брать. Продумано быть. А, вот там помельче. Как-то поднимается. А. Да брось ты ее, зачем она тебе нужна? А? Зачем она тебе нужна? Я тут снасть оставил. А. Ну ныряй, да и все, плыви. Чего? Ныряй, да и плыви. Эй, плыви.
Там костер на дюр разведем, да подсушишься. Есть тут. Вот она. Веточка. Угу. Достал, упертый. Молодец. 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 Это же на ней. Оборвешься нахуй. Подарочный. Подарочный. Качели, блядь. Да его унесло, Иван. Она когда это оторвалась, она этот импульс дает, и все, и понесло ее. Ну ж проверено. Так и я за нее зацеплялся-то, елки-моталки. Блядь. Костюм нужен. Вейдерсы. Вейдерсы. Попал, блядь. Че, теперь пройти не можешь? Какие кедры на дорогой. Че она? Че, по яме, что ли? Спускаться? Прыгать? Прыгай. Ты же дельфин. Дельфины умные. Ну давай, все. Давай, поехали. О! Ты плывешь, что ли? Да, Как так? Как так? спокойно, на. Офигеть. А вдруг тебя рыба съест? Съешь. Представь, она какой здоровый стоит. Ну вообще круто. Там телефон, блядь. А-ха-ха. Попрыгал на 29 тысяч, на 30-ку. Крутя. Бобры. Где бобры? Бобр. Носит нахуй. Угу. Под березку. Ай, блядь. Обломаю ее, а ветку оставь. Длинно сильно, чтоб ловилась лучше. Еще один полуостров. Бедерсы, забродники, удобная штука. Ну, раз прошел, где угодно тебе. Зацепился, подошел, зацепил, раздеваться не надо, в холодную воду лезть. Круто. Рыба. Рыб. Убежит. Убегать собрался. Такие косы. Ладно. Прямые. Он какой. А, о, Вот он. рядом, сидят. Да. Поплавок сейчас будем доставать. Вот это. Ого. Локти мочишь. Ты ближе к бревну бери, наверное, или что? Если черпану, то черпану, хуй с ним. Не надо это выложить, конечно. Да, это вроде как нанесено. Ты так не делай. Веточка, блядь. Видишь, да, где? Да. Давай тут рядом, где? Сейчас тебе эту ветку сломаю. Но вернулся домой. Еще одна. Еще одна чья-то. Вот, замутился.
пара сидят. М. Ты закинул, блядь, конкретно фиксировал. М. О, Мгм. сейчас оденем на мою. Ага. Как ты за парочку сидел? блядь? На эту ветку. Не знаю. Вау, вау, вау. Все, он плывет, что ли? Кто? Вон, Кто? костюм. Ну, он прыгнет. А. Фитнес. На, братан. Ну, глубоко. Какой ручей. Когда-то мы сделали здесь опалубку, делали овощи, ручей, тут стояла мельница. Вот такая штука была. Там находится мельница, тут опалубка. Тут будет зимняя рыбалка, видите, хорошее, специальное место. Вырыли яму глубокую, 4-метровую. Ну, вот так вот. Вот небольшая такая надья для одного человека, чтобы прогреться. Если нету больших плах, прогреть верхнее бревно, вот такими сучки вставляются, делается конструкция желтая, и потом вот такими веточками поднимаем пламя, и она все, верхнее бревно начинает решать, нагорает угли, и все, спим ночь спокойно, в тепле. Бутылки все должны быть полные, аккумуляторы тепла, тепловая энергия нам нужна, печки нету, УАЗики в таблетках печки стоят, ну прогреваем. Вот такие веточки смоляные с этого. Если бутылка не полная, будут пробки плавиться, крышки, это неправильно. И угли. Быстренько прогреем. И потом всю ночь будем в тепле. Подготовка. Тепло. Сейчас бутылочки наберут себя. И мы их переместим в УАЗик. Они будут там отдавать тепло, и нам будет тепло всю ночь. Вот. Бутылки должны заполнены полностью. Один раз налили. И потом просто подогреваем каждый вечер. И все. Аккумуляторы тепла. Как красиво. Вот. Таежный луноход. Вот. Костер. Термос, конечно, это лучший. Природа. Ставили простое решение. Отбой тепла происходит. Кислороду нашему детищу клади сюда, ложись. И тебя всю ночь будут греть эти угли. Маленько погас, веточку маленькую подбросил, они в лунном свете чище краски ныне. София Ротаро. Ах, как красиво. Там для тебя. Вам тепло, сами себя обогреваете. Ну, у вас кислород, ребята, кислородное голодание. У вас меньше поступает в голову. Видите, для кипячения чайника, вот сейчас он потушится, использовали 3 отбойничка, сделали огненный колодец. Ну, своя котельная, считайте. Вот. Все теперь как сделали. Палочки, подпорки, чтобы это все держалось, маленькие, потому что это все временно. Убираем наши держалки. Вот наши отбойники. Вот, отбойники. Отбойники убираем в сторону. Они нам еще пригодятся и прослужат долгий срок службы. Вот, убираем их в сторону, отбойнички. Ну вот. Внизу угли. Вот тут разводили костер. Но сделали поближе, потом выдвинули, чтобы, видите, сейчас балан нижний сырой у нас далеко. И все. Ну вот простая. Помощник. Как у вас духовка, так у меня таежная духовка. И котельная своя. Трубы к УАЗику проложить, там радиатор поставить. Тут котел греется. Там обгребали. В столе чай замерз. Вон, видите, все. Вот такая температура нулевая. Сегодня у нас 2 буратины, видите. И один даже с этими, с глазами получается. Лакерный трутовик или лиственничный трутовик называют. Вот такой он. Вот видим, буратинка. Буратино. И на этом тоже, видите, буратино с длинным носом. Вот. Вот так они выглядят, 2 красавца. Буратино. А я их отец, папа Карло.
Это будет, значит, заготовка под столешницу, под скамейку. Распилили, продольный распил. Давайте посмотрим. Неровно, но все же прямая поверхность есть. Задница не будет соскальзывать. Это вот чурочки напилили с этого переодеваться, чтобы вот сейчас их просушим. И потом под ноги, видите, земля влажная, все замерзшее, вода замерзшая. Вот видите, полностью стакан. И вот так. Карла и сова. Это у нас заготовка на чучело. Будет чучело сделано. Заготовка совы. Что у тебя там? Сова? Нет? Ты не снимай меня. Мы пьем вот таким чаю, думаете, пить надо? Его надо Вот такой чай лизать, сделаем. да, коктейль как мороженое. Сейчас мы вот Как его леденец. отморозим. Как леденец. О, видишь, пойдет. Угу. Как леденец. Ну, оп. О, вот и чай у нас, леденцовый. 9 октября. Полизал чаю. Набрался бодрости. Давай. Ой, назад. вкусно. Упадет. Опа. Все. Готово. О, кедрульки у нас тут сидят. Это наш дом, посмотрите, замерз. О. Какой красивый, красивый. Иван, слышишь, как он пищит? Питаться начал. Что-то клюет. За вами наблюдает. Грибой. Вот какие лапти. Классика, ребят, смотрите. Красавчик. Красавец. Красавец. Вот это боковой плавник, жировой, что к семейству лососевых относится. Вот какая красавица. Вот. И зажигалка на фоне, да? Под брюшко положить. Ну вот, 9 корезов и ведро полное. 5 забросов на фоне зажигалки вот такой. Видите, кажется. 5 забросов, 5 рыбок. Вон, видите, вот где он уводится. Вот такая красавка. Фотографию сына уронила рука. А по белому снегу уходил от
погони. Человек в телогрейке, без ремня языка. Ох, блинок. А? Блинок, наверное. Нет, Харя. такой Ну, красавчик. круто. Взял на твою. Ух, какая монстра. 5 же мы сегодня вытащили таких. Но Пули. больше стоит. Такие Крути, крути. звери. Круть. Плавник вверх. Но... Да. Да я говорю, они подряд клюют. О, кабанистый вообще. Кабан. Смотри, Кабан вообще. соскочил, сука. Кабан. Ну ты его не так держишь же, Иван. Надо как брать? О, и рядом с лицом. Подожди, во. О, какой расщепет. О, маленько туда, маленько тут, вот так. О, красавица. Вот таких мы ловим здесь. Да, кабан. 9 октября. Поздравляю, поздравляю. Подожди, дай второго достану. 2 минуты буквально между ними. О, какая вообще ряжка. О, Ну и да. вчера, в принципе, мы... Трофейные рыбы. Ай, блядь. Трофейные. 2 заброса, 2. У этого даже, смотри, плавник. 2 самца, видишь? Ну этот здоровее. Ну да, это конечно. Вообще кобыляка, блядь. Вот такое вот 9 Вот октября. такой, вот такой. Поймали да, мы да. ход рыбы, не зря жили. Вот бобрик тоже подделал, видите, как такая плотинка у него тут. Уже начал рисунок льда появляться. Строится ледяной дворец. Вода чистая, как бриллиант. Эх, какая красотища. Это зажигалка вот эта. Ну вот, Утренний улов. да. 8 забросов, 8 рыб. Этот плавничок говорит, что рыба благородная. Основная смесь лосося, гудак, наивкуснейшая рыбка. Вообще классика. Да, ребятки. Какая она вкусная. Просто не замечаешь, положишь в рот, и она тает. Ну, чистить карюза достаточно вот такого канцелярского ножика. То есть можем отрегулировать длину, все выставить, зафиксировать. Вот давайте посмотрим, как мы это делаем на карюзе. Вот. Выставили, зафиксировали. Канцелярский нож достаточно. Вот, начинаем спаривать. Вот, сначала идет как бы туговато. 2 плавника этих обходим стороной. Вот видите. Вот. Тут, конечно, маленечко усилиться придется. Оп. Все. И по боку ведем. По боку. Так, все. И тут довершаем. Все полностью рассекаем. Наподобие скальпеля. Ну вот видите, рыбка вскрыта. Все четко. Вот. Вот. Все от и до у него. И жабры достать можно. И все сделано простым канцелярским ножом. Вот. И грибы резать удобно. Он легкий, практичный и убирается. Не опасный. О, классика какая. Утренний улов. Да. Еще до обеда, ой, после обеда наловим. Хомячки. Приходится вот так даже вскрывать, смотри. Да, Чтобы про просолили. просолку. Вдоль хребта, чтобы просолил лучше. Да, А вот то так когда берешь. кушаешь, и он там начало брюшка просолено, а спинка не просолена. Вот и Такую рыбу надо довести, надрез бля. пластом делаем. До ума доводим. Да, рыбки. Ведро 15-литровое, видишь? Красотища. Ёлочка. Классненько. Вот так выглядит желудок, ну вообще весь этот организм.
Сейчас мы вскроем, посмотрим. Так, что тут у нас есть? Вчера были улитки, сегодня тоже улитки. Сейчас покажу. Вот она, улиточка. Угу. Вот такими улитками питается крупный карп. Так, что тут? Вот такие улитки. Вот. Тут вообще непонятно. Цвет. А, мелкая улитка, вообще мелкая. Мелкая. Мелкая-примелкая. Сейчас Ага. попытаюсь промыть. Да, мелкая улиточка. Хотя палочка какая-то. Под камешкой. Ну, ручейник, значит. Красавчик. Золотой диск. О, какой. Красавец. Красавец. Так, не путаемся, не путаемся. В прошлый раз запутал много. Вот он. Какая пищалка. Вот он, оп. Готовый. Вот она, рыба. Оп. Вот она. Венок. О! Венчарка. Там тоже, видать, венок ёбнул. Сука, ну там сошел, бля. Они только на камеру вылазят. Порядок. О! Харька. Классика, классика. О! Иван, ну что за ерунда-то? К нему большие, ко мне вот такие. Вот обезьяны становятся люди, когда у них зацепляются крючки. О. И мы висим. Резинка. Красотка. Резина. Еще один. Ой. Какой красавчик. Просто вытаскиваю, стряхиваю с ручка. И все. Хвост поймал, ребята. Смотрите. Офигеть. Товарищ. Еще один красава. А. А, круто. Ну вот, идеальное кипячение чайничка. С одного такого сучка загорелся целенаправленная энергия вот этих отбойничков. Видите, одного такого сучка вот хватило, чтобы кипятить чайник. Чай кипит. Ну вот, ребята, ночью делаем сагудак. Берем рыбку. Вот. Отрезаем ей голову. Голову отрезаем. Вот, голову отрезали. И снимаем кожуру. Вот. Смело подцепили. Ну, чтобы проще было, разрез вдоль хребта сделаем. Вот. Так вот. И с этой стороны тоже разрезик сделаем. Вот. Кожу теперь снимаем. Для этого захватываем вот так вот.
со спинки корзинной. И стягиваем кожу чулком. Вот видите, как получается красивенько. Вот так вот. Все готово. И также берем, тоже тут захватываем. Вот так смело. И также кожу вот так стягиваем. Вот видите. Вот. Ну вот что у нас остается. Сейчас покажу вам. Вот прозрачненькая вот такая штучка. Тушка. Можно косточки эти удалить. Ножом просто захватываем центральный и удаляем. И тут также, чтобы они не мешались. И нижний плавник также захватываем. Вот. Потом все, если рыба большая, делаем насечки. Насечки делаются вот так. Вот вдоль. Так, чтобы рыбка успела просолеть. Ну, все, в принципе. И на такие части, чтобы было их удобно кушать, чтобы было у нас где-то вот так порежем, косточку надрезали. И дальше она сама сломается. Тут вот так порежем. Вот. И все, потом берем руками. Раз. Вот частичка у нас готова. Главное прорезать со стороны спинки центральную кость. А те, чтобы у нас оставались сильно широкими, не надо, потому что в рот будет класть неудобно. Ну, вот такими. Потом, значит, что делаем? В тарелку добавляем крупной соли. Крупной соли. Сейчас покажу дальше. Ну все, вон, смотрим, что у нас получилось. Вот. Берем крупную соль и солим крупной солью. Примерно у нас, давайте покажу, что там. Вот такая вот штучка получилась. Видите? Класс. Вот. И потом, значит, берем вторую чашку, накрываем и все это дело трясем. Вот так вот. Это будет сагудак по-таежному. На улице мороз, минус 10. У нас на дне. Это бубен. Все. Теперь, значит, что у нас получается? Наша рыбка теперь постоит. Минут 10 она будет иметь превосходный вкус. Минут 20 еще вкуснее. На 30 минуте будет пик вкуса. Приятного аппетита. По-таежному. Так, ребята. Икра готовится очень просто. Там не надо никаких пленок. Это щучья икра. Имеет. Ценится резиновая икра дороже осетровых рыб, черной икры. Она очень вкусная, полезная. Икринка к икринке. Тоже добавляется соль крупного помола. Не бойтесь пересолить. Ничего там страшного нету. Никаких пленок там отделять не надо. И где-то 4% соли от количества икры. И все это дело вы берете, видите, мороз застыло, растираете. Растираете вот так. Вот так вот. Ложкой. Вот это, видите, как получается. Вот такая штучка. Вот. И минут 10 пройдет, можно уже кушать. Тоже готовится очень быстро. Тем более на улице мороз. Получается такой эффект как бы замораживания. Вот так вот.
Собьем ее. Ну все, минут 10 пройдет. Крышечкой поднакрыли. И она готова. Вот так готовится. У Хариза еще он не успел выметать икру. На следующий год уже задатки икры есть. Вот. Все, закрыли. Минут 10 у нас деликатес, будем мы этот пробовать. Ну что еще для счастья человека надо? Костер, ладья, пища богов, сагудак из Хариза, чай. Ну, сагудак, конечно, вообще вещь. И свежего Хариза, ой, вещь. И луна. Ну вот, утром соберем нашу золу, вот эту штуку. Потом, когда появятся клещи, будем обмазываться таежной этой смолой золой, которую мы нажгли в тайге. Вот. И у нас не будет клещей на нас. Наши помидоры будут расти крупными. Огурцы, весь наш урожай, как только появятся жучки. И даже в молодом возрасте сверху посыпем вот этой штучкой. И у нас не будет это замечательное удобрение. Оно как бы кислую почву становится у нас нейтральной. Короче, эту всю штуку мы увезем как растительные хозяева. Не только таежники, но и огородники. Вырастим на этом штуке громадные помидоры. И отличный урожай перцев и огурцов. Тык, картошки. Это все будем использовать на нашем огороде. Зола это очень экологически чистая. От кедров, ели, пихт. Короче, все ценное в ней есть. Нету никаких пластмасс. Вот. И можете посмотреть, как ссылка под видео будет, как защитить от клеща. Простой способ. Обмазались. Клещ сразу у них, не надо никаких инсектицидов, фитоцидов, которые убивают клеща. У них также от них за 15 секунд наступает. Сугатачок нормальная штучка. Вот такая рыбка. Вот она. Ой, какая вкусная, вкусная. Такая Вот она. Этька. Красотки. Красавчик, красавчик. О! Показывай. Ну, заебаты. Характер. Смотри, характер. Ну Вот да. надо. Компасировал, да? Вот оно. Вот он. Вот такой вот. О. Забирай свои рыбину. Не трогай так. Я уже устал рыбачить. А он все таскает. толстенький, блядь. Вот таких вот. Толстенький. Толстеньких, вот таких. Вот. Алло. И не боится уже, блядь, что у него рыба, блядь, уйдет, нахуй. Уже все, пиздец, нахуй. Я уже не могу таскать, нахуй. Только снимать. Очередной раз ловит. Вот таких вот. Пошел я за удочкой. Двоих мы тут больше натаскаем. Показывай своего кадра, блядь. Кадр. Пошел я за удочкой. Вот она рыба. Рыб. Красавчик. Какой. Вот в таких районах он ловится. Наш красивый Харис. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? А, это ты? Харь, ты? Ну, красивый, красивый. Плавничок какой у тебя. Желтобрюхий. Что, дорогой, поймался ты сегодня на нашу классную снасть?
Желтобрюхий, красивый, красивый, красивый. Давайте пойдем с вами шиповничек поедим. Шиповник, вот такой витамина С там много. Рябинки пособираем. Рябинки поедим. Там вон вообще такая гроздь. Вот до той грозди давайте сходим. Мы уже поближе оставим, потом покушаем. Елка тут. Пойдемте. Как мишка. О, пригнем ее и объедим с вами. Вон какая гроздь. Рябина сейчас сладкая, сладкая. Угощайтесь. Сейчас сорву ее. О, вон какая гроздь. Вкуснятина. Готово. Вон еще сколько есть. Лась, девчонка моя. О, блин, зацепился. Сволочь, с кариусом зацепился. Ну, с кариусом. Вон кариус, зацепи. С кариусом зацепился. Сейчас отцеплю. Это, блин, это же надо, с кариусом зацепился. Вот как. С кари зацепился. Харя-то где? Харя, вон он. Харя, вижу. Ну, что за спуск-то? Я не знаю. Ногой подвигай. Ногой подвигай. Вставай. Все? Харю. О, Харя. Иван, спасибо. Эх, какой ты бессовестный. Зацепы заводишь. Цепляет, другой, блядь, вытаскивает. Смотри. А ты, опять ты, Володя. Володенька. Опять, Володя, ты попался. Ну что ты такой нетерпеливый? Что ты такой? Ну что ты? На третью сверху. Ну все запутай, запутай мне. Ну, будешь запутывать. Эх ты какой бессовестный. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. Нет, 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 не надо. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. О, камон, Васенька, Васенька. Oh, yesterday, and Ari and Jubei. Эх, мракобесина. Красивый. Ну вот, бывают и такие вот уловы. Вот, сейчас вот подтянем. Маленькая катушка доработаем. Сейчас. Ну какой. Что там интересно достали. Сук. Огромный сук. О. О. Давайте удочку положим. О, какая рябинка. Сейчас будем скушать с вами рябина, видите? Вон рябинка какая красивая. О. Витаминчики. Вон какой сук. Вон какой. Вообще здоровый. Надо аккуратность, конечно, это все баловство, что мы с вами делаем там. Про Володенек там. Надо, пока рыбка есть, ее брать. Вот и все. Пойдемте рябины поедим. Маленькие. Аж слюнки текут от рябинового. Хочу рябины. Вниз вот на пальце. Ух ты, упать хотел. Пойдем. О. Класс. О. Ты кто? Володя, что с тобой? Ты вырос? Вова, ты большой стал. Вообще что-то большой ты стал. Ну, Вова, ну так же нельзя. Ну в натуре, Вова. Ну, ёшкин ты котик. Ты такой маленький, Вова. Зажигалочка с тобой, вон какой ты. Отпустить тебя, да, рыб отпустить. Вот зажигалочка, все. Вот такой Вовка бывает, большой. Вот. Жировой плавник у него, семейство лососевых относится. Вот хариус. Вот такая стрелятка.
Вот это желтенькое, это у него все. Желтенький, широкий. Давайте посмотрим, какой он широкий. Ну вот, широкий. Ну да, 2/3 зажигалки, короче, получается. Ну. О, трепыхается. Ладно, давай с тобой фототься. Ну какую взял-то? Стерлядка, ах ты стерлядка. Здоровый, эх ты. Ну хорош. Да ладно, хорош. Будешь трепыхаться. Хорош, живучий. Где крючок-то? Он подсекся как. Вот крючок можете посмотреть сразу. Вот обманочка такая вот. Вот все, мы вот сняли. Давай отсюда уходи. Уходи с этого. Этих жил. Иди сюда, товарищ Натта. Иди сюда. Ну что ты дрыгаешься? Давай, поднимайся, посмотрим, какой ты красавчик у нас. Ух ты какой, ой, здоровый. Самец Сломает, палец сломает. такой толстый. Эти вот. Красавчик, конечно. Перышки у него такие. Ну это самец. Явно самец. Ой. Трепешишка. Ушел. Не нормальный. О, еще один дребегун. Ну вот, ребята, опять не слабый. Поборол я его. Боролся так, ну, давайте отцепим, чтобы не было. Вот какой красавчик опять поймал. Вот. Это лосось, семейство лососевых, что он вот жировой плавник. Это вот брюшные плавники, вот такие красивые. Это стало работой. Такая работа, рыб ловить. Ну так, ребята, будем шарить кариеса. Масло не пожалей, никогда не надо жалеть этого. Закладываем под ногу. Вау! Вот это эффект. Но. Эффектно. Вообще. Эффектно. Лопатка специальная. Глаза побелели, уже достаточно. Вот видите, он уже все готовый. Чистить чешую не обязательно. Потому что у кариеса она обжаривается. Так. Не торопись. Так. И вот этого надо тоже перевернуть его немедленно. Мы это выполним вот так. Вот этого подвинем сюда, а этого вот перевернем вот сюда. Вот маленько неудобно, лопатка неудобненько. Сейчас выполним это упражнение. Ну вот, запотело. Камеру я подержал маленько. Ну все, рыбка готова. В принципе, еще маленько взбить ее с маслицем. Вот так в тайге готовится быстро, четко хариус. Вот. Кушать подано, господа. Приятного аппетита. Рыбка таежного посола. Рыбка классная. Приятного аппетита.
Ну вот, ночные приключения таежные. О, пошли кочки. Темнеет быстро. Вот и ходим по такой дороге. Офигеть, куда тут идти-то? Ленимся маленько, там-то тропы наложили. Тут еще маленько надо усовершенствовать будет. Ну, как-то так. Ну, там медведь какой-то впереди шарохается. О, оба! Вот паньки, вот видите. Болото Сибири. И тут надо где-то обводной. Тут-то как? Вообще ничего не понимаю. Вот тут надо. Прямо так и идем. Так ступаем. Так. Вот. Нам туда. Туда, ребята. Чук. Так. И ближе к кочке. Ближе к кочке тогда сюда. Потом туда. Вот так вот. Офигеть. Офигеть. Чепушник какой-то. Не пойму вообще. Что тут вообще происходит. Все, выпал снег, тайга все в снегу. О, зима. Зима берет свои права. Осень внизу, зима наверху. Да, осень внизу, зима наверху. Пойдемте, посмотрим, как мы умеем переходить эту реку. Вот она широкая такая. Но мы ее должны перейти четко, да, с вами. И набрав, у нас есть сапожки дрявенькие. И поэтому мы должны не выше колена ее сделать. Тут будет глубина. Нам надо получше, видим, перекатное дело. Так, чуть выше возьмем. Ну вот идешь, угол примерно ставишь, выворачиваешь ногу. Вот. Туда не пойдем. Вот лучше с махом. Края рубиконим. Ну вот и все. Вот, диван тоже махом переходим. Так, готовим уху. А жарим харис. Внутри рыбки будет достаточно там. Угу. Лопатка у нас должна быть. Вот она, лопатка наша. Лопатка. Глаза побелели, в принципе, готов. Да. Ну вот, выводим рыбу. Вот так. На улицу. Вот он. Вывели. Вот он, зайка. Эх, красоткин, красоткин. Какой же ты красивый. А какой вкусный. Что ни сказки сказать, ни пером писать. Следующего видео на корабле. Вон он чалится. Ходим. Ну-ка, как он у нас? Выехал. Опять выходим. Кто-то там зацепился, не знаю. Просто вот даем слабину, что у нас. Сейчас выйдем. Вон он идет. Сопротивляется четко, надо сильно не напрягаться. Сейчас видим. Вот, еще маленько осталось. Не хочет здраво заходить. Во, вот сюда мячик. О, так, ребята, я упал. На ветке. Кто это? Пойдемте смотреть. Кто это? О, ленок. Леночек.
Вот такой леночек. Ну что, красавец. Фото на память будем делать. Ну мы его технично, да, как бы. Давайте посмотрим, на что взял он. На что взял? Так, стой. Это вот последняя будет. Сейчас я вытащу ее. Аккуратненько. Цепись. Не цепляется. О. Ну вот черная мушка. Снасть устроена. Груз. Две мушки и поплавок. Вот такой. Ну вот такие леночки ловятся. Эти красивые. Отличительные особенности утаймения. Ну хорош. Утаймения. Эти точки мелкие. У линка вот эти, вот видите, семейство жировой плавник, что семейство лососих относится. Вот этот. Это брюшные, спиной плавничок. Ленок является хищником. Ну вот, давайте фото на память сделаем. Не хочет фоткаться. Сейчас фото на память сделаем, ребятки. Так, осторожненько. Оп. Все, поехали. Так. Не хочет фоткаться. Не хочет. Оп. Сильная, мощная рыба. Вот так вот. Какой кашелотики, опять кашелотики какие-то. Вон такие ребятки. На что клюнул? На нижнюю. На нижнюю, ребята, клюнул. Давайте вытаскивать сейчас его. Сейчас вытащим манку. Так, стоять, братан. Это манка вот такого цвета. Видим, да? Ну, теперь фото на память надо сделать. Вот, поймал. А рыба здесь есть? О, круто. Рыба здесь есть? Есть. Нет. Она здесь есть. Снегопад. А чё вы так парите? А? Погода такая, дождливая. Вот теперь опускаю. 3 свитера. Вот. Столько во мне влаги. У нас кончился сигареты, у нас кончился чай. Пьем чагу вместо чая. И, о, праздник! У нас кончился хлеб. Рябинка! О, рябинка! У нас кончился все. Но надежда выжить умирает последняя. Вот. Кушаем. Вкусно. Ну вот, видите, все до чего промокшие. Куртка. И вот высокий котелок опять сделали ободички. Все закипел махом. 3 минуты. Вот. Конечно. Ну все, ребята, пришла зима. Все засыпало. Вот такими чудесными фигурами. Вот такие хлопья. Кедрульки вот так покрылись. Вот такими накрылись. Все укрывается, скоро холодно будет. Вот. Вот какие кусты, все елочки. Все полностью. Кедры все. Веточки поднакрыли. И вся нижняя травка тоже укрылась покрывалом снега. Снег имеет плохую теплопроводность. И там они будут у них... О, видите, как все в тайге. Вон какое покрывало. Да. Красота, сказка, морозка. Ух ты. Вот такая вот красотища. А над я, видите, тепло, и земля как бы растаял снег, все. Вот так вот.
Главное, иди. Ну не надо эту кедрушку, ты чё? О, это кедра. Славе. Ты вон ту. Я тебя люблю! Офигеть. Круть. Вау! Снегопад. Вон ты вон к той подойди. О! Класс. И класс. Ха-ха. Все, ребята, у нас кончился хлеб, кончились сигареты, не курю уже 3 дня. Последняя булка хлеба осталась. Живем на рябине. Чая нету, ну чаги набрали. Пьем чагу. Ну вот такая сложная ситуация. Двигатель замерз. Спим в УАЗике, видите, от Потина вот такая. Вот видите, то есть точки росы, когда от металл достигает и образуется конденсат. Вот, надо, чтобы температуру надо открывать, проветривать, это все дело. Вот. А у вас смотрится вот так. Видите, приукрасило все. Ну, какой красавчик. Вот, смотрите, как красота. Птички чирикают. Красиво. Тихо. Вон, короче, следы Сахатова. Вот. Это по чернотропу называется. Вот видите. О, большая корова. Ты смотри, какая. Иван. Вон, видишь, какие. Ну, вот он спокойно пошел. След идет, да, смотри. Да. Передняя нога в заднюю. Ну вот так. Он нас обошел, короче, видишь? Он нас обошел, короче, видишь? Вот и треск будет тогда, блядь. Ну вот он и пошел сюда. А, ты слышал, да? Вот такая вот ходит здесь. Ох ты, такая вообще. Ах, как красиво. Ну-ка. О, красотища. Ну, давайте подойдем быстренько. Посмотрим водичку. Что там у нас? О, замерзать начала, да? Да. Замерзать. И отражение макушек. О, ухо. А нам вот сюда, ребята. Да. Вот норка или соболь, видите, следите. Не знаем чьи. Мы рыбаки, не охотники. Но вот он, есть тут. Вон он оттуда вылез, вон. Он там сидит, может. Да, может сидит. Да. Посмотрите, вода вообще она и прозрачная. Вон какая, все камушки, все видно. Как рыба плавает. Я люблю. Да, пошли. Она вон там, вон. Вау! 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 О! Красотища! Богатая шапка у елки. А там вон какие. Ой, вообще красиво как. Вот заглядение. Снег настолько пушистый, видите. Вот приходится вот тут проходить. Не треснем. Не трясли. О. Куда тропинка? Что-то я заблудился маленько.
Нет, вот тут, наверное. Красотища какая. Кто? Вот он. Вот они два. Два. Ой, какая красивая природа. Вот он такой. Эти какие они. Желтобрюхи. Эх, клюют один за одним. Ребята, там кто-то идет, смотрите. Там кто-то идет, тихо. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Вот сюда его. Вот так вот. Ну вот еще один. Видите? Ленок. Красавчик. Я все взял на зеленую вот такую. Ленок — это вот живой плавник, он хищник. Вот так выглядит, красные пятна. У таймени вырастает до 3 килограмм, у таймени пятнышки вот эти, как эти. А этот выглядит вот так. Давайте сейчас обманочку посмотрим. Обманку посмотрим. Вытащим. О. Обманка, короче, получилась вот такая вот. Видите? И она зацеплена, самая нижняя обманка в основном. И сопротивляется. Все, снимаю. Иван. Ну давай, что стал-то? Ну все. Все. Ну вот, тут бобр был недавно, видите, по снегу еще его следы. Куда-то он там пошел. Палочек наел много. Ну, вот, по следам. Свежий погрыз. Тут он кушает. Вот эту березку. Поп-гапон. Поп-гапон. Теремок, теремок. Кто в теремке живет? Я твою труба шатал. Теремок, теремок. Кто в тереме живет? Дым пышет там. Как паровоз. Это дёкоть, Иван. С бересты дёкоть добывает. Вообще. О-о-о. Вообще. Опаньки. Классика. Классика. Все, расшатал труба. Вот видите, грунтовые воды, родники. Самая вкусная вода вот тут. Вообще вкусная, вкусная. Наичистейшая. Вот прямо из этого выходит. Из кедры. Видите? Наивкуснейшая. Всегда покажу. И, конечно же, тут водичку эту пью. Следки тоже видим, какой-то зверек. Наверное, норочка. А, это норочка. О. Там у нее домик, наверное. Что-то под воду, да, ушло? Ну. И все? А вон она. Вот. Ой, все, пошла. Это норка, норка. Что, не видим? Ну вот, справится ли канцелярский нож с ленком вот такого размера. Смотрим. Спокойненько берем и начинаем резать. Вот видите, все четко. Прорезал так до головы и начинаем разрабатывать тут. Ну вот видим, как все скрыто, все четко. Канцелярский нож на высоте. Ладно, выбираем молоки. Молоки выбираем. Еще одна молока тут есть. Забираем из ленка печень.
Печень забираем. Так, руку надо полоснуть. И когда забираем печень, нужно отделить желчный проток. Сейчас посмотрим, есть ли он. Ну, он отделился, видите, у нас он как бы, тут его не видно. Вот. Все, теперь подхватываем жабры. Тут не должно оставаться. Вот так заводим полностью. Вот эти все жабры должны быть удалены. Так, все. Все. Обмываем его. Обмываем. Так, и теперь мы должны сделать с вами вот такие надрезы. Сейчас мы сделаем надрезы. То есть вдоль хребта у нас должны, чтобы рыба просолилась. Ладно, все, выдвинули нож и пробуем. Не торопимся. Вот этот надо на разрез нам сделать. Вот так вот. Канцелярским ножом. Вот так вот. Вот видите, рыбка полностью разделывается канцелярским ножом с тонким и таким лезвием. Ценник ему всего 18 рублей. Этому ножичку и потерять не жалко. И в хозяйстве удобен. Вот хвост дорезаем. Вот так вот. Ну вот полностью канцелярским ножом мы разделали линка. Также разделывается и хорюза, и вся остальная рыбка. Вот так. Теперь ленок у нас хорошо просолится. Красота какая. Зимушка, зима. Пришли к выводу. Метр вот это надо. Лучше 2 костра сделать. С одной стороны и со второй. 2 очага, если греется хорошо. Даже 3 можно сделать. Метр. Длинные вот эти для ноги не нужны. Она мобильная, легко собирается, стенка легко развивается. И сушка фупает тоже. Вот сушка сделана, видите. Отбой, жар. Можно было, конечно, с этой стороны сделать. Фупайка бы вообще быстро просохла. Но делайте мобильно. Метр, 1,5. Длине не надо. Будете волохаться с этими бревнами. А когда пила есть под рукой, то вот такими штучками удобнее всего. Ну вот и последняя ночь таежных приключений. И каждый костер не похож на другой костер. До свидания, костер. Ты лучший друг мой и помощник в тайге. До свидания. Вот мы с костром, видите, понимаем друг друга четко. Вот видите, сейчас закипит все наше. Пару раз дунуть просто. Колодец опять сделали. 3-литровый. Вот подсушиваем чагу. Сейчас будем заваривать чай из чаги. Вот она у нас сохнет, видите. Была собрана во влажном состоянии. Но сухая она быстрее дает свой полезный, эффект. Вот, сейчас мы ее подсушим маленечко. Видите, сколько пара с нее выходит. И будет у нас замечательный чай, так как чай уже кончился. Вот. Плыви. Спасибо тебе, речка, за прекрасные проведенные с тобой дни. Спасибо огромное. О, какие замечательные грозди рябины. Сейчас мы ее будем кушать. Вот так мы и живем. Вот все шишки, да. Веточка вот такая. Сейчас по ней бьем рукой. Ну вот, примерно все убили. Сейчас мы с вами будем на макушке вот этой кедры. Вот какая, вот так он растет. Пушишка. Сейчас полезем на нее. Ну вот он какая, вот ствол. И нам надо отбить макушку, снять шишку. Вот такая штука. Тут сначала на когтях, потом по сучкам. Вот такая она. Вот сучки.
Ну вот, вот сейчас вот так пойдем. Вот, ребята, впереди вот такая штука еще непролазная. Это вкуснее бородатая. Вон шишка. Ударяем по стволу, и она летит. Вот видите, шишки. Ногой сейчас ударяем. Сейчас летает. Ниже тоже. Вот эту тоже обобьем. Какие еще вам показать? Упали, да? Вот эти сейчас. Вот эти. Вот они полетели. На макушке. Это самое еще. А вон до туда. Вот они. Вот они. Тут не видно будет. Ну вот таким способом весь кедр, каждую веточку надо отбить. Колотом такой кедр мощный не возьмешь, а вот таким методом возьмешь спокойно. Сейчас еще раз посмотрю. И вон какая она за сучком веточка. Сейчас попробуем. Почему две-то? Я больше там сбил. Дотянусь я до нее. О, вот таким. Тут тоже бьем. Вот так вот. Вот. Да, да. Вот пошла. Вон. Так, вон тушит. Вон до той ветки. Да, да, да. Сейчас до той ветки. Так, перехватили. Вот видим, да? Вон она. Сейчас пойдет. Никто не хочет о кого там подумать. О, только-только пошла. Слушай, вверх вообще неудобно. Как вот тут перехватиться-то? И бесполезно не идет. Вот такая вот штука. Вот все шишки, да. Веточка вот такая. Сейчас по ней бьем рукой. Ну вот, примерно все убили. Вот тут сейчас. Вот ветка хорошая. Бьем. Даже не хочет. О. Полетели. Сейчас посмотрим на это. Вон два кедра. Есть, не есть. Непонятно. Ну вот он, сухая. Орешки. Вот такие вот. Хорошие. Вот смотри, шишка. Есть. Сейчас. Шишки. Да, есть. Вот. Видите, какая.
Почти вся улетела. А сколько бы пришлось бить ее? Ну вот так вот. Ну вот тоже такой вот момент. И то нельзя, бля. Ну все, спустилась кер. Слазили вот по этой. Руки, смотрите, наши были закрыты, а рукава у нас задрались. Вот. И ходим, собираем шишку. Вон там мы были. Ну, снимай когти. Нелегкая эта работа, надо, чтобы с рукавами. Видите, одна рука вся ободрана. И эта рука тоже. Вот. Когти снял. Да, нелегкое это дело. Лазить по петам. Шапка мокрая, все. Снял. Ходит, собирает выключить. Лаза не используем вот такие когти. Вот они, вязочки. Вот так вот. Одеваем их. И потом вот оп, и от дерева нога. И держишься на них. Вот такие штуки. Если внимательно посмотреть, можно вот так. Ну вот, когти мы одели вот так. Вот. Ждет вот этот Вот опять одна. товарищ. Нет, вон она и вторая за ней. Есть там? Сейчас посмотрим. О! Есть. Есть. Вот. Лезть надо будет вот по этой струйке. Вот так. Сейчас подойдем. О, бурундук знает, где орех. Проверим ее в обхвате. Какая она. Как настелилась, да? Смотрите. Вот такой, видите, взъем. Нам надо будет по этой стороне лезть. Понятно. И вот их кидра. Туда лез. Суета обхватила. Хотел кинуть палкой, я больше не могу. И все тогда. Если в панику кинуться, можно свалиться. Но переосилил себя. И залез наверх. И спускаться было очень тяжело. Ну вот так. Полный карман коры. Вот смотрите сколько. О. Что на нее попрем? О, на макушке вообще богато. Ну, Богато. я и Вон так какая. вижу. Ну и все. Вид, конечно, красивый. Отражение. Вот так вот. Вообще классно. Отдых. До свидания, человек-лесничий. Спасибо тебе за все. За твой костер, за твое гостеприимство, за твою теплоту. Вот за одну ночь вот так выгорело. Вот как работает. Вот отсюда поддувы идут. Надея. Вот тут самый жар. Получается вот такое распределение огня. Когда стенка из надеи сложена. Плотная. Без поддувальца и золника. Вперед из песни, давай, боженька. А я их на второй нахуй какой-то иду, блядь. О, ребята, смотри, какая рябинка. Вообще класс. Класс рябинка. О, гроздики будем есть. Рябиночки. Эх. Что это мы тут делаем? А? Отрубим, рыбу ищем. Вот так еле качается. Круглую зиму, круглое лето.
Нахуй ты. Там настил надо делать. Нихуя, по-моему, нет. Сюда, блин. Назад надо и сюда вот залазить. Да хули ты летишь туда, блядь, заедь сюда. Ты, блядь, грамотный тащик, нахуй. Заедь сюда, Да, потихоньку. да ты возьми перестав. Блядь, да ты заедь колесом, потом спокойно едь. Умный Назад, дай пиздец, вот нахуй. сюда, заедь. Вот теперь. Нет. Назад. Назад. Давай, его тащит, нахуй, слышишь? Он не надо туда выруливать, так бы прямо по веткам бы и ехал. Стоп, 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 стоп. Ну вот вышли мы на реку.